не относимся к нему, да, там, как к чемпиону. Мы уже 15 лет тренируемся вместе, мы в юношеском возрасте, да, нас Абдумалак Магомедович собрал. Вот. Ну, конечно, у него больше опыта в боях, он мне дает правильные советы. Ну, мотивация, да, есть. То, что у нас в зале такой чемпион есть, не только он, Хабиб, там, Ислам, еще много ребят есть хороших у нас. We don't treat him as a champion because I knew him since we were juniors when Tom went out together, starts together. Obviously, he have more experience and have giving good advice. And mostly, for us, he's like a motivation. I believe Islam's they're all for us motivation to achieve the same things. You know, the MMA fans can be pretty brutal sometimes, and right now there's a little bit of talk online about a Band-Aid that you had on your arm during the weigh-in, so I'm wondering if you could explain what the Band-Aid was for. Фанаты могут быть немного жестокие, и в интернете они сейчас обсуждают тот момент, как в этой повязке на взвешивании, которую у тебя можешь сказать, что это бand? Band-Aid on his arm. Не повязка, это пластырь. Пластырь. У меня накануне брали кровь, я сдавал анализы. Ну, вы знаете, да, по-моему, кровь взяли меня, проверить хотел просто анализы, какие у меня анализы. Yeah, because I was giving the blood, just to check the analysis, to check how's my blood as well. Normal drug test. Yeah, это получается допинг проверка или просто для себя? Я для себя пошел в клинику и дал кровь, чтобы узнать, как мое тело самочувствие и так далее. No, it wasn't the drug test. I was just giving the sample of blood just to see the results for myself, to see if there are any deficits or how my body feels at the moment. And how do you deal with fans that take things like that and blow them up into something that they're not? И как ты относишься к фанатам, которые берут такие вещи и из этого что-то раздувают? Ну, фанаты для этого же, они есть, сидят там за экранами, печатают, вот и все. Yes, that's what fans are there for, you know, just watching behind the screen and typing on the keyboard. And last one for me, when would you like to get back in there and do you have an opponent in mind? Когда бы ты хотел вернуться, есть ли у тебя кто-то на примете? На примете? Вернуться? Не знаю, наверное, уже в следующем году вернусь, да? В марте. До Рамадана, если получится, я бы боролся бы. Если нет, то после Рамадана. А на примете у меня только вот забрать пояс вот этих ребят, которые сегодня будут. I would like to fight before the Ramadan, if it not happens, and after the Ramadan. And you know, on my radar is only a belt on my radar, which is championship fight today. Tagir, over here. Tagir, вопрос. Поздравляю с победой. Ассаламу алейкум. Очень хороший результат, тем более 13 месяцев. Простое было, давно не дрался. Как ощущалось это в бою? Не знаю, наоборот, наверное. Я голодный вышел, когда я уже 15 метров дрался, я очень сильно хотел выйти в октагон и показать свое мастерство. И сегодня, ладно, хорошо все получилось. Yeah, so long layoff didn't affect me. You know, I've been out for 13 months, but it made me hungry. So I was very eager to show my skills today. Вопрос такой, он частично, наверное, касается тебя, но все же у тебя чемпионские амбиции, и ты весь дивизион UFC свой, в принципе, я думаю, изучаешь хорошо, знаешь, что к чему. И вопрос, вот, как журналисты из Казахстана, у нас сейчас есть два новых бойца в этой весовой категории, Асу и Азам Аксун. С Асу ты уже бился в прошлом. Со стороны можешь сказать, какие перспективы ты видишь у них в UFC? Со стороны, как сказать? Очень хорошо идут. Асу, я смотрел его прошлый бой, выиграл, тоже, кажется, как я, удушающим выиграл. Потом Адам Максим выиграл очень хорошего соперника. Ребята идут хорошо, да. So talking about the two Kazakh fighters in the flyweight division, most of them are doing very well, winning their debuts. You know, Asu won the same way as me, and Azat Masoom won as well. So they're doing pretty well in the division. Tagir, right back here. Tagir, talking about your team, obviously there's a lot of talk online. Habib did well, Islam did well, and people are
Umar needs to get the belt next. Tagir needs to win a title. We see guys like Khabib and Islam very emotional in the corner. Is there pressure sometimes to live up to the team because so many guys have done so well in the UFC? Говоря о твоей команде, Хабиб хорошо себя показал, Ислам себя хорошо показывает. Также ожидания от Умара и от тебя, что вы выиграете титул. Эти ожидания как-то на тебя давят или нет? Да не, никак на меня эти ожидания не давят, так как наш тренер Абдулмалак Магомедович верил в нас. Вот самое главное, то, что я для себя, да, когда выхожу туда, в Аквариум и так далее, для себя у меня бывает то, что меня верил мой тренер Абдулмалак Магомедович, и для меня там никто не будет там, бить меня тяжелее, чем в зале ребята. Вот все. To be honest, this expectation doesn't pressure me at all. My coach Abdulmanap believed me that I could do it, and that's what most important. No one could beat me harder than the guys in training. Еще 10 лет, наверное, 12-13 лет назад никто даже не мог поверить, что мы вот будем на таком высоком классе выступать. Но наш тренер, он верил в это, и он делал все, да, чтобы мы сегодня вот здесь вот оказались. В него тоже никто не верил. Когда он только начинал вот это все, ММА и так далее, никто даже это, серьезно к этому не относился. Все говорили, да, это не спорт и так далее. Но он свято верил в то, что он делает, и сегодня, можно сказать, мы пожинаем его, да, наследие. 12-13 years ago, no one believed that it's possible for us, but our coach Abdulmanap believed that we could achieve those things. A lot of people didn't take us seriously, they didn't believe that we could. MMA is a thing that we could achieve something, but he proved everyone wrong, and now we're showing these results. For people who are unfamiliar and didn't get to know him, what would you say is the biggest message Abdulmanap used to give to you and the rest of the team when you were a lot younger? Because obviously he's been with many of you since before you were professionals. Для людей, которые близко так не знают Абдулманапа, какое послание он давал вам, когда вы были молодыми, что он вам говорил? Он много чего говорил, да, но я помню вот один момент, который, наверное, дал мне большую мотивацию, чтобы я вот выступал и профессионально к этому относился, к спорту. Я помню, в 2008 году в 2007 году я первый раз выиграл чемпионат Дагестана, и я был тогда весил, наверное, 46 килограммов. Вот, он меня со строя вытащил и сказал, этот человек будет чемпионом мира. И вот именно вот этот момент я запомнил на всю жизнь, и после этого я очень профессионально к этому всему начал относиться. I said a lot of things, but I remember one big moment for me in 2007, when I won the Dagestan championship. At the lineup, he directly pointed at me and said, this guy will be a world champion. Since that moment, I took this sport seriously and dedicated myself to it. И в итоге в 2014 году я выиграл чемпионат мира по обоим самым. And after that, in 2014, I won the Sambo World Championship. Thank you. Here over here. Before tonight, last time you fought was in November of last year. I mean, after tonight's performance, are you looking to be more active in 2024? Последний раз ты дрался в ноябре прошлого года. После сегодняшнего выступления хотел бы выступать чаще. Знаете, я как попал в UFC, у меня вот я провел очень мало боев, да, так скажем. Я хочу выступать чаще. Меня там преследуют, бывает травмы, у меня бывает потом инфекции, бывают болезни, бывают. Из-за этого это не я там отказываюсь от боя. Я хочу чаще выступать. Получается, как получается. Yes, since I joined the UFC, I had very few fights, but it's not because I don't want to be active. Just before I had a bad life with injuries, with some sickness and infections, but I wish to be more active. Congratulations. Here, one more here. This was also your first fight in the T-Mobile since that Tim Elliott fight, which obviously had a lot of controversy because of the glove grab and everything. So did it feel good to actually get a win here without like your opponent kind of pulling all of these fouls like you did in that last fight? Это был первый поединок в T-Mobile после боя с Тимом Эллиотом, который часто нарушал правила, делал фолы. Приятно ли тебе одержать победу именно здесь? Да, сегодня, когда мы сюда ехали, я говорю Исламу, у нас, говорю, бой где будет, в MGM или T-Mobile, потому что вчера в MGM были здесь, я думал, в MGM будет бои.
И он говорит, не, мы в T-Mobile. Я такой думаю, в прошлый раз этот T-Mobile мне не попался. So when we were on our way here to the arena, I was asking Islam where we're fighting, in MGM or T-Mobile, because we had a presser and the weigh-ins at the MGM. And he told me that we're in T-Mobile, and I remember that last time I didn't really like it that much. Thank you guys.